Всем привет, я рад приветствовать вас на канале Приоритет по нужности. Канал крайне молодой, но надеюсь крайне перспективный в дальнейшем будущем. Ну, в общем, время покажет. А, Я буду проходить игру под названием This is the Police. Игра очень необычная в своем исполнении, как мне кажется, что-то подобное я не видел крайне давно. Игра пропитана насквозь нуаром, только нуаром не 50-х годов, а, можно сказать, современности. И, конечно же, графика. Графика полностью одномерная, выполнена в стилях живописи, таких как кубизм и минимализм. Такого, честно говоря, тоже давненько я не видел. В общем, игра, мягко говоря, необычная. Плюс отзывы в стиме крайне положительные. И, короче говоря, будет интересно, я считаю. И что время-то тянуть? Поехали. Мэр Роджерс – сексуальный маньяк. Мэри подтвердила слухи об отставке Джека Бойда. Марк Уор покажет во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе Марка. Короче говоря, играем за шефа полиции по имени Джек Бойд. Вот как раз газета пишет об его отставке. Город, в котором происходит действие, вымышлен, называется он Фрибург. Насколько я знаю, он погряз насквозь в коррупции, в мафии и так далее и тому подобное. Ну, короче, нуар. Самое, что ни на есть нуар. Депрессняк, пессимизм и прочее дерьмо. Так, ехать на работу. Смотри, какой-то странный загрузочный экран. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. Пока только непонятно о причинах его отставки. 60 лет, может он просто на пенсию уходит? This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Хотя если бы он просто на пенсию выходил, то, я думаю, I пресс-конференцию learned a собирали. long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same. Play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. Доброе. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Сюрприз, да. Ну, чтобы идиотом, я считаю, полным не выглядеть, надо сказать, что он обсуждал это со мной. Вчера мэр Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Понятно. Вы знаете имя своего преемника? Думаю, это кто-то новенький, думаю, это будет сотрудник департамента, какая теперь разница.
Ну, пусть так будет. Скорее всего, повышение получит кто-то из моих нынешних подчиненных. Логично было бы. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирается покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Откуда мне знать? Это его дело и не мое. Спросите его самого. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь, конечно. Как полиция может работать с мафией? Что за бред? Извините, но это полная херня. Мафия и полиция работают вместе. Может, они еще и с пришельцами сдружились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальные вопросы? Короче, нахер послался их. Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно нет. Это невозможно. Мэр Роджерс настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенные решения. Тут нет места личным антипатиям. Ну что мне мэр-то говном поливать? Я же не знаю, кто он такой даже. И это тупо. Спасибо. Все, что ли? How's the back today, Mr. Boy? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Из-за него, как видимо, достаточно много проблем произошло, да? Из этого Кендрика. Очернил всю полицию. Просто-напросто. Так, клеточки. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Вообще никогда, что ли? 180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. Звучит как шантаж, да? I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. Видимо, я ошибся, когда
нормально так. Работой загрузил, говорит. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Star? Yes? Go fuck yourself, Troy Star. Нормально. Чекпоинт. Следующий день. Значит, я все-таки ошибся. Никто не из департамента будет следующий шеф полиции, какой-то лично поставленный мэром придурок. Глава департамента культуры владеет виллой в Италии. Круто, чё? Джек Бойт считает, что причиной его отставки стали личные отношения с мэром. Что? Я вообще совершенно другой ответ давал. Что за бред? Придурки, блин. Джек Бойт оставил слухи. Я сотрудничаю с полицией, с мафией, без комментариев. Капец, все переврали, тупые газетенки. Короче, как я понял, 180 дней надо Cops управлять don't use the полицией. police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. Херово. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Погорел, значит, да? Хотите получать подсказки о том, как работает игра? Я 60-летний шеф полиции в нескольких месяцах от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Конечно, это так. Смена. Понятно. Люди, которые выходят на смену. Цубаки. Асана, Остин, Прайс, Янси, Коти. Так, ладно. Начинаем денек. Как гигантский небоскреб. Спецназ есть у нас. Так. Побег с места аварии. Муж с женой выходили из магазина и увидели, как фургон на парковке сдал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колес попал бомж. Ух, какой негодяй. Повяжите его, ребята. Прикольно. Драка. Кинотеатр The Last Picture Show. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина за доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Понятно, надо его скрутить. Пусть женщина крутит его, и вот этот мужик пухленький. Прикольно. Дождь пошел. Видать, основной геймплейный момент это вот эта доска с макетом города. Преступник пойман, офицер невредимый. Отлично. Так и надо. Что там с дракой? Поймали. Невредимый. Супер. Поехали дальше. Пригород.
Ну пусть вернутся, пусть вернутся. Так. Драка юридической конторы Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не скрем разнимать их, а охранник на больничном, сообщил один из адвокатов. Ну, значит, разнимать будем мы. Ой. Ну давайте, чуваки, самые опытные, вернитесь. Так, вооруженное ограбление в пригороде. Трое подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассет. Утащив весь ассортимент фильма для взрослых, грабители скрылись на машине. Но продавец запомнил номер в автомобиле. Его хозяйка Джанбет Браун живет в пригороде. Проверим. Джанбет Браун. Я бы, конечно, еще спецназ послал. Но, походу, там какие-то подростки порнуху сперли. Гетто. Падение в гетто. Прохожий видел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Ну, выбора нет. Отправляем самых наших опытных сотрудников. Драка. Преступник это братство из строя, обоих скрутанули, да? Нормально. Вооруженное ограбление. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна доносится стоны и громкий смех. Постучаться в дверь, откройте, полиция. Пробраться в дом через открытое окно, вручить сирену, прокричать громко, говорите, что дом окружен. 2 через окно. О-о-о. Нормально. За такие дела-то, я думаю, им нормально светит. Такие ограбления. И пофигу, что не подростки. На что-то нападение. А, в смысле? Зараза. Украл гитару, деньги и еще и свалил. Прости, чувак. Тем временем день заканчивается, да? Вызовов больше не будет? Да. Давай. Завтрашний день. Завершить день. Смена Б, смена А. Завтра смена А. Ну ладно, что, давай. Заверши день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face. The fearless policeman standing helpless in horror. Сам виноват. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Зачем продолжал? Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. Какую еще услуги? Ты меня коррупционером хочешь сделать? And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million.
Figured I'd try something different. 500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, Логично. they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. 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 Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Правильно. Целый мафиозный клан. Нахера с ним связываться? Это же вообще жесть. Проблем не оберешься. Их сажать надо. Ну или пытаться. А если посадить не может, то лучше вообще просто не связываться. Строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Генарко Креспо, господи, приедет в Фрибург. Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Ну и хер на него. Пускай валят. Коррупционеру стало стыдно за то, что он получал деньги. Что за бред? Что ради ему должно стать стыдно? Лычку мне дали, круто. Выберите композицию. Какая-то дичь. Сингин Ем. Что? Пианист. Don't you leave me here. Давай. Джаз-бенд. Там джаз. Будем слушать джаз. Нуар, я же говорю, нуар. Все пропитано нуаром. Вандализм. Собор Сан-Джона. Позвонил расстроенный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник в старое кладбище во дворе. Надгробие расписано сатанистскими знаками. Есть сколы, кажется, даже если следы работы лопатой. Но настоятель старается об этом не думать. Что за бред? Что за ублюдки это делают? Самых профессионалов. Полицейский участок. Биржа труда. Профессионализм. Политические взгляды. Ого, какой детектив. Бенни Кросс. Я хочу нанять этого детектива. Пусть пока будет на смене Б. И одного могу нанять офицером. Ну давай, конечно же, самого профессионала Майкл Шоу. Возьмем его на смену А. Хотя нет, на смену Б. Закрыть. Вандализм.
Опять вандализм? Шутить, что ли? Вандализм, небоскреб Атикус Тауэр. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапают на его новой машине неприличный рисунок. Вот ублюдки. Давай разберемся с ними. Вандалы хреновые. Так, что с собором? Ну, конечно же, пойман преступник. Я же профессионалов отправил. Так, пусть мои профессионалы доедут, пока время есть. А времени хватит точно. Где? Отчет. Отлично. Накапливаем профессионализм. Вернусь. Так, подозрительный индивидуум, официантка Амила уверена, что она только что подала двойной чикен Эдди и диетическую колу опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром в новостях. Преступник сидит за столиком у окна и доедает бургер. И что-то, мне кажется, ты обозналась, милая. Поэтому я отправлю неквалифицированных сотрудников. Обидно будет, если нет. Ну, кое часто бывает. Особенно у людей, чем старше они, тем чаще возникает такая хрень. Чё, мистер Бойд, мой вышибала снова наелся своей любимой мексиканской еды и не выходит из туалета, а тут у меня огромная очередь у входа скопилась. Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. О, вот у нас есть один Рой, вот он и пойдет. Нам сколько-то платят, я уже не обратил внимания сколько. Фиг с ним, пусть пользу принесет. Может, профессионализм накопится. Так, подозрительный индивидуум. Ложная тревога. А официантка обозналась, приняв отставного офицера Фрэнка Нерона за преступника. Ну и дура. А жаль, профессионализма не добавляется. Я как чувствовал. Что у нас тут? Продажа наркотиков. Поступила ледовая арена Кристофера Джисен. Нифига себе. А, нет, это не имени его. Это ему принадлежит целая ледовая арена. Вот этому типу. Лидеру целого мафиозного клана Кристоферу Джисенду. Нихера себе. Поступил анонимный звонок по каналу в ледовой арене. Фу, блядь. Поступил анонимный звонок по катку в ледовой арене. Ездит клоун с воздушными шариками и продает подросткам крэк. Я тебя понял. Здесь нужны профессионалы. Наркотики дело не шуточное. Угроза самоубийства. Так, Флит-стрит. Голый мужчина с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в моду. Что за бред? Вот пример американского юмора тупого. Ну, для американцев, наверное, он не тупой, а для нас, для русских людей, наверное, туповат. Ничего не скажешь. Что здесь? Биржа труда. Погоди. Сэм Соркин. Кто это? Извините, мистер Бойд. Извините, мистер Бойд, но я увольняюсь. За один вечер я заработал больше, чем в полиции платят за месяц. Мистер Соркин предложил мне остаться. Все-таки быть копом не мое. Ну, видишь, ты как нашел свое призвание. Мы избавились от непрофессионального сотрудника. Заработали $4500. И сейчас мы найдем замену этому типу. Так, нам нужно пополнить смену А. Ну вот как раз Раймон Андервуд. Почему бы нет? Профессионализм 200. Супер. Нанимать на смену А. Я просто в плюсе оказался. После этой ситуации всей. Продажа наркотиков. Слушай, так его наверняка это мафия крышует. Если он на этой арене продает, которая этому Сэнду принадлежит. К вашему призу клоун мастерит пуделей, шариков, сосиска. Вокруг него катается детвора. Внимательно наблюдая за клоуном с трибун.
уложить клоуна на лед и устроить обыск при свидетелях, накинуть на форму плащ и прикинуться клиентом. Ха-ха, прокатило. На живца поймали, ублюдка. Угроза самоубийства, что там с ним? Отлично. Просто красавчики, парни. Все, день закончен. Пока вроде всех ловим. Просто перфекто. Что у нас на смене Б? На смене Б у нас просто потрясающий детектив завтра выходит. Кросс. Прям псевдоним какой-то. Супер. Ладно. Так, феминистская организация отказали в официальной регистрации. Плевать. Враги используют феминисток, чтобы разрушить Фрейбург. Плевать. Робеспьер раскроет свою личность, когда придет время. Что за Робеспьер? Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? До To свидания. get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either, but according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate and I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The Типичный fellow мужичок Laura такой, ran off короче. with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. Да But I плевать. can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin.
you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay? Типичный мужичок. Все-то у него не гладко. Перди. Господи, перди. Не перди. Не пришел на работу сегодня. Почему? Я всю ночь читал захватывающий детективный роман под названием «Последнее искушение Нептуна», но не успел добраться до концовки. Я почти уверен, что убийца-призрак камевояжера... Что убийца-призрак камевояжера... Господи. Но я не успокоюсь, пока не узнаю наверняка. Можно я поеду домой и дочитаю книгу? Ты что, идиот? Придурок. Конечно, можно. Иди, читай книжки. Дебил. Поехали. Давай вот эту Лимонов ходячих послушаем. Ту-ту-ту-ту-ту. По-моему, из главного меню, нет? Так, парковка у мэрии. Парковка у мэрии. Уборщица мэрии увидела, как пожилой мужчина бьет дорогие автомобили на стоянке длинным железным прутом. На всю улицу слышны его крики: «Ублюдки, воры, кровопийцы». Довели мужика, короче, да? Повяжите этого придурка. Работа у нас такая. Увольте всех черных копов. Так, российская банда в последнее время доставила нам много проблем. Эти люди выслеживают чернокожих горожан и избивают их до смерти. Недавно они послали сообщение на все местные радиостанции, в котором пообещали убить всех черных врачей, пожарных и полицейских. Нам не нужны лишние трупы, особенно за несколько месяцев до выборов. Расисты набирают популярность, многие горожане поддерживают их. У вас есть 2 дня, чтобы уволить всех чернокожих сотрудников в избежание социальных напряжений. Идите в жопу. Что за бред? Уволю их и что, социальных напряжений не будет, что ли, после этого? Убийство в гетто. Борца за права чернокожих Ронни Мура застрелили прямо возле его дома. Вот кросс ты и пригодишься. Ну, вдвоем расследуйте. Он будет, мужик такой старенький, передавать опыт, свое мастерство. Буду к нему периодически на расследованиях, то одного, то другого присоседивать, чтобы они учились. Угон в пригороде. Камера наблюдения зафиксировала на заправке машину, числящуюся в угоне. Шоу. Это будет твой первый выход. Прайс, ну давай, может ты тоже сходишь, поучишься. Порча имущества, отчет. Поймали. Отлично. Убийство, расследование началось. Так, подсказки, убийства. Так, мистер Грэхэм, Эрик Грэхэм, пьяный свидетель. Преступники сидели в седане, а стреляли вроде из автомата. Я не разглядел. А, типа показания. Понял. Так, Глен Клейтон, сосед. Я слышал несколько приглушенных хлопков. Он явно получил по заслугам. Давно напрашивался на проблемы. В последние дни много с кем-то ругался. Мистер Коп, свидетель. Я не Стейси Коп, господи. Я не запомнила машину, а звуки были очень тихие. Я и подумать не могла, что это выстрелы. Мистер Карпентер, сосед. Полиция в наши дни ничего не делает. Я сам едва не погиб, вышел за лекарством. Меня чуть не сбил какой-то идиот. Значит, седан, приглушенные выстрелы. С кем-то ругался. Понятно, кадры какие-то. Последовательность надо выстроить. Ладно, понятно. Пока больше все равно ничего не знаю. Чуть дальше. Так, подозрительнее. Погоди, у меня нету сотрудников.
Подозрительный индивидуум. Многодетную мать Кори Рамси беспокоит подозрительный мужчина в бифокальных очках, устроившись на скамейке напротив детской площадки. Он наблюдает за детьми больше часа и регулярно фотографирует их. Так, подожди. Когда мне вернуться? Так, подожди. Угон, пригород. Водителя рядом нет. Обыскать машину. Выждать водителя на безопасном расстоянии и опросить очевидцев. Давай водителя выждем. О-хо-хо-хо! Преступник пойман, офицер невредим, гражданский невредимый. Вот и Прайс начала учиться. Ладно. Давай. В бифокальных очках. Фотографа. Проверим. Не знаю, к чему это все приведет. Клуб Dragon Lair. Подозрительный индивидуум, отчет. Ого. А я почему-то думал, что это ложная тревога. А это действительно какой-то... А за что его арестовали? За то, что он фотографирует? Может, сопротивление? Сказал. Мистер Бойд, я открываю первый клуб восточных единоборств в Фрибурге. И хочу провести показательный поединок, где один из моих учеников сразится с вашим лучшим копом. А после поединка я научу вашего подопечного нескольким приемам, а не пригодятся ему на службе. Я понял. Типа обучение такое, да? Давай отправим нашу Прайс. Ее, конечно, отлупцуют там по полной, но профессионализм может добавиться. Я надеюсь, по крайней мере. Было бы неплохо. Убийство, отчет. Так, нифига себе быстро. Хотя, может, не быстро. В тот же день отчет уже дает. 3 новых кадров открыть расследование. Так, я понял. После выходит и мертвый. И что было в это время, да? Значит, аптека, седан, пистолет с глушителем, машина. Ну, стояла машина, он стрелял, потом он уезжал. И он говорил, быстро уезжал, и поэтому чуть не задавил чувака. Ого, последовательность собрана. Трэвис Хортон, расист, у которого уже есть несколько судимостей. Отлично. Все? Так, или бар. Так. Драка. Бар Кевинс Фрод какой-то. Бармен сообщил, что танцовщицы поссорились из-за чаевых и начали драться прямо на подиуме. Да хер с ним. Разберитесь с этим. Так. Попёрло. Ресторан Октопус. Осьминог. Из бара поступило сообщение о драке между посетителями и охраной заведения. Подвыпивший мужчина залез на сцену во время выступления местной певицы и попытался спеть с ней дуэтом. Тупо. Надо его арестовывать. Так, что у нас с задержанием? Трэвис работает грузчиком в порту. Вам необходимо направить 2 офицеров, ведущего следователя и команду спецназа. А все офицеры крутые у меня на заданиях. Значит, ждем. Пока вернутся чуваки. Шеф, я почти прищучил этого япошку. Он оказался слишком быстрым для меня и выиграл по очкам. Правда, я толком не знаю правил, так что мало ли, что этот Казуки насчитал. Зато после поединка он показал мне пару приемов, и я так увлекся, что немного подтянул спину. Пойду домой, отлежусь. Нихера себе, сразу 125. Профессионален. Круто. Подтянули. Причем обогнали сразу 2 сотрудников. На подиуме дерутся женщина, пьяный охранник спит в углу, а подвыпившие клиенты внимательно следят за происходящим. Девушки, не ссорьтесь, выключить музыку и зажечь верхний свет. Достать пистолет из кобуры. Давай. Стриптизерши продолжают драться, не обращая внимания на полицию. Наблюдая за стриптизершами, не вмешиваться, попросить у бармена ведро холодной воды и облить дерущихся, залезть на подиум и попробовать разнять девушек. О, мне кажется, вода это классно. Как зверей мне. Прокатило.
Все идеально, перфекто. И день заканчивается, да? Ну, конечно. Драка, отчет о драке. О, отлично. Просто супер. Так, ладно. Пятый день. Отставной полицейский Томас Блейн застрелил беременную женщину. Круто, чё. Отставной коп Блейн. Я думал, что она террорист-смертник. Мэр Роджерс, в городе нет проблем с расистами. Ага. Думаешь? Пытаешься замять что-то дерьмо? Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. Что за люди? Что тебе надо? How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. Надо You told полагать. your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me, my family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Контракт. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Ага. Принципиальный выбор, да? Согласиться помочь, отказаться помогать. Если я соглашусь, я буду повязан с мафией. Оно мне надо. Ввязываться в эту коррупционные схемы. Мне осталось всего полгода до пенсии. Полгода. Ну или до отставки.
Потом спокойная жизнь. Нет, я не буду тебе помогать, сам виноват. Это не мне надо было. I'm not gonna lecture you, Frank. I don't think I have anything to say that you don't already know. I'm sorry for your Конечно, family. жестоко, не спорю. I wish them all the best of luck. И ушел. В доме покапывает из трубы, мне нужно дождаться сантехника. Отпустите. Нет. Покапывать. Не течет же. Не течет же. Значит, все ништяк. Все, не будем слушать вот эту хрень. Ту-ду-ту-ду-ту. Прям джаз. Нарушение общественного порядка. Закусочная Эдис Бургерс. В кафе с самого утра спит грязный бомж, который регулярно писает под себя. Мужчина отказывается уходить, рычит на любые замечания, распугивает посетителей. О! Идите бомжа гоните. Так, что здесь? Запросы в мэрию. Слот для офицера, для детектива, прибавка, улучшение спецназа. Прибавку, конечно, я хочу. Кто бы не хотел прибавки. Ограбление магазина алкоголя Touch of Dionysus. Не знаю, как это прочитать. Магазин алкоголя. Так, женщина увидела из своего окна, как в винный магазин напротив вошел мужчина с пистолетом и с чулком на голове. О, отлично. Будет горячо, я смотрю, да? И спецназ. Так, подождите, драка. Жилой квартал. Позвонил продавец хот-догов, который увидел, как на тротуаре сцепились два двойника Элвиса. Они ругаются на испанском, бьют друг друга микрофонными стойками. Господи, да и хер на них вообще. Так. Не могу, ведущий детектив. Ладно, ладно. Но я думаю, ничего страшного, то, что мы на следующий день подозреваемый обнаружим. Он же типа не подозревает то, что его раскрыли. За ним слежку никакую нет, не назначили. Преступник скрылся. Бомж от вас убежал, ну вы придурки. Так, зарплата. Вот ваше недельное жалование. Мэри надеется, что вы не разочарованы. $1200 в неделю. Нихерово. На нашей бабке 60 тысяч. 60 тысяч в неделю зарабатывать. Хера себе. Увольте всех черных копов. Пошел в жопу. Не собираюсь потакать этим российским настроением. Так, у магазина есть два выхода, и несколько людей убегают оттуда. Войти в магазин через главный ход, въехать в витрину магазина на служебной машине, подкрасться к черному ходу. Давай через черный ход. Мужчина с щелком на голове заметил полицию и взял в заложники кассира. Преступник приставляет пистолет к голове заложника и орет назад, или я ему башку отстрелю. Кассир мерзко кричит на непонятном языке. Вы прямо всячески подстегиваете эти российские националистические настроения. Не, меня этой хренью не проймешь. Заткнуться и бросить оружие. Кассиру заткнуться, молча прицелиться грабителя. Заткнуться и бросить оружие. Грабитель занервничал. Не стреляйте, я прошу вас. Мне просто нужны деньги. Я возьму немного и уйду. Никто не пострадает. Кассир начинает плакать. Пообещать не стрелять в грабителя, если он отпустит заложника. Сказать грабителю, что он покинет этот магазин или в наручниках, или в мешке для трупов. Выстрелить в грабителя. Ну-ка, давай, пообещаем не стрелять. Отлично, прокатило. Спецназ у нас не обучается, да? Ну ладно. Так, что здесь?
Ограбление, центр города. Убаулян. По дороге в ломбард похитили антикварное китайское ожерелье. Давайте, ребята. За работу. Муниципальное поручение. Сегодня очень жарко. Многие отправились купаться. На прошлой неделе на пляжах Фрибурга утонули 4 человека. Пресса подняла шум. Пожалуйста, отправьте кого-нибудь присмотреть за купальщиками. Берч младший. И Берч. Отец и сын, да? Грустные какие. Давай, Берч младший. Присмотреть за купальщиками. Драка. Подождите. Преступник скрылся. Ёб твою мать. Ну хорошо, хоть невредимо все. Так, что у нас здесь? Подожди, ждем. Так, народ вернулся. Порча имущества, галерея современного искусства. На выставку экспедиция, эксплуатация или секс ворвалась группа молодых людей в балаклавах, начала громить экспонаты, выкрикивая: нам это дерьмо здесь не нужно. Нихера тут сколько народу надо на вас отправлять. Ну типа там много их. Берч. Это твой важный шанс. Не упусти его. Здесь что? Ой, бабочка. В этом году организаторы фестиваля охоты на золотого зверя внезапно изменили правила и сделали конкурс по стрельбе командным, а не одиночным. Сможешь отправить мне в помощь 2 своих лучших стрелков. Думаю, что ребятам такое состязание обязательно пойдет только на пользу. Ну блин, мне некого посылать. Я понял, они здесь типа научатся чему-то. А вот двое вот этих, которые у меня бомжа упустили, или кого-то, или Элвис. Бомжа, от которых бомж сбежал. Идите, поучитесь стрелять. Так, ограбление. Так, Баулян, потерпевшая. Мы с мужем в сложном финансовом положении. Я собирался продать антикварное ожерелье, много веков принадлежавшее моей семье. Когда я несла ожерелье в ломбард, кто-то сорвал сумку прямо у меня с плеча и скрылся. Я не успела ничего сделать, даже закричать. Мистер Фишман, свидетель. Преступник был на мотоцикле, ехал по дороге, схватил сумку и тут же уехал. Мчался очень быстро, я не успела разглядеть, мужчина это был или женщина. Мисс Оливарес, точнее, свидетель. Лицо я не разглядела, но одет он был в куртку, как те байкеры, что часто собираются здесь на углу улицы. Короче, мужчина на мотоцикле. Одет как байкер. Так, Кэти Филлипс, свидетель. Это точно был не местный байкер. Они все лысые и бородатые, а этот был похож на азиата, наверное, японец или китаец. Миссис Паттерсон, свидетель. Я не видел в руках мотоциклиста никакого оружия, по-моему, он просто выхватил сумку и выехал. Короче, не байкер на мотоцикле, азиат. Подъехал и уехал. Порча имущества. О, Берч, ты учишься? Ну, конечно, тут преступник, не было шансов против таких офицеров. Так быстро? Ни хрена себе. Пожалуйста, азиат. Сумка. Так, она сначала идет такая. Потом он идет, он подъезжает, он выхватывает и уезжает. Идет, он подъезжает, выхватывает, уезжает. Подозреваемый Гуань Инь Лин, китайский эмигрант, недавно отчисленный из университета. Понятно. Надо брать. Ёб твою мать. Давай. Успел. Вандализм, небоскреб, Аттикус Тауэр. Охранник выходил на перекур и увидел, как подросток пишет матерные слова на стене здания. Я загнал этого паршивца на дерево. Приезжайте и заберите его. Загнал? В смысле? Пацана что ли загнал? Это дурак, блин. Эрнест Фиджеральд.
Мистер Бойд, мы победили. Эрнест действительно знает толк в стрельбе. Мы даже кое-чему научились. Он пригласил нас отпраздновать победу охотой. Так что на сегодня мы все... так что на сегодня мы все. Мы заслужили. Да ладно уже, день кончается, хер у нас. Главное, что профессионализм растет. Чё? Какие у нас еще активные вызовы? Берч-младший. Купальщиков сторожи. Не эти двое. Паршивцы с дерева поехали снимать. Сняли. Каталажку забрали, научились, молодцы. Ну и все. Так, похоже, с завтрашнего дня придется проводить гораздо больше времени на работе. Теперь на счету не только каждый день, но и каждый час. То есть раньше мы до 21 работали. Сейчас хер знает до скольки. Так, смена А. Завтра смена Б. Значит, завтра у нас задержание подозреваемого в убийстве. 20 июля, суббота. Томас Блейн, убийца беременной женщины, отправлен в психиатрическую лечебницу. Доктор Элеонора Уотербери. У Томаса Блейна новая форма шизофрении. Мэр Роджерс, я не боюсь своих соперников. Да и хер на тебя. Почему я не расследовал убийство беременной женщины? There was a man here earlier. He left you this. A man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Oh. The photo could have been doctored, of course. But Sam doesn't go in for cheap theatrics. Kendrick is dead. His family is dead. And they probably died slowly and painfully. But Sam's got a bigger game. He's not trying to frighten me. He's just trying to clue me in on the facts. I didn't agree to work for him on my own. So now they're just going to insist. Что за бред? Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. Start today. Нихера себе. Просто так подписали? Блин, я думал, я... 8 in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. Gotta let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Ну, похоже, не 8 из 10 были, а 5 из 10 или 6 из 10. Последние несколько месяцев я трижды в день принимаю антидепрессанты, но сегодня у меня закончился последний пузырек. В аптеке сказали, что новую партию привезут только завтра. Боюсь, без таблетки я не очень хороший работник. В голову постоянно лезут всякие тревожные мысли. Могу я поехать домой? Нет, ты не можешь поехать домой.
Когда я поднимался по ступенькам, то почувствовал легкое головокружение. Можно мне отгул? Нет, скоты. Будете работать, никуда не денетесь. Начать день. Капец, я думал, этот выбор отгородит меня. Не буду ничего слушать сегодня, у нас сегодня траур. Отгородит меня от этой мафии, но, видимо, нет. Ни хера не получилось. Так, задержание. Убийство. Давай. Лучших сотрудников на задержание убийцы. Увольте всех черных. Джек, ты поклялся служить городу. Если ты не выполняешь свои обещания, мы не будем выполнять свои. Не будете мне зарплату повышать? Да и хер на вас. Покушение на убийство. Кондитерская фабрика Шуга Дрим. Молодая сотрудница фабрики поссорилась с начальником и пытается столкнуть его в чан с кипящим шоколадом. Господи, блядь. Предотвратим убийство. Ограбление в Чайна-тауне. Ведущего офицера нету, спецназа сегодня тоже нету. Спецназ, как я понял, вообще один раз в день можно задействовать только. Ячейку спецназа. Так, результаты запроса. Нет, подожди, убийство. Супер! Дело закрыто, вы поймали всех подозреваемых. 550 у него профессионализм стал. 550! А вот и 200, умол. Было 100, по-моему. Офигеть, круто. Так, мэрия. Прибавка. Теперь вы зарабатываете на 10% больше. $1320 в неделю. Отлично. Так, пригород. Дилан Бёрс, сторожа в стоянке, заметил подростка, который ходил между машин и дергал за ручки. Прежде чем он успел подойти к парню, тот нашел незапертую дверь и скрылся в машине. Через считанные секунды подросток с визгом вылетел с парковки и, сильно превышая скоростной режим, скрылся в направлении пригорода. Погоди. Не успеют они вернуться? Успеют. Так, давай. Отправляем их. И Остина в придачу, чтобы он поучился чему-нибудь. Покушение на убийство, отчет. Повязали эту ненормальную. Все ништяк. Общежитие Чайна-тауна. Поедем, значит, завтра. Так. Захват заложников. Заплаканный детский голос сообщил, что кто-то удерживает его против собственной воли. Меня не пускают на улицу, мучают, издеваются, больше нет сил, я хочу на улицу к Питу. Это выглядит как детский розыгрыш какой-то, ну ладно. Твою мать. Перди! Не перди! Прикольно. Такая залипательная, короче, эта игрушка. Стало известно, что предположительно местоположение угонщика. Нагнать преступника и продолжать преследование, нагнать преступника и открыть огонь по угнанной машине, а обогнать преступника и заблокировать дорогу. Пацан молодой, может, он плохо управляет. Отлично. Прокатило. Остин, растешь. Вечереет. Подожди, вернутся люди. Кристофер Сэнд. Джек, тут один мудак не хочет возвращать долг. Говорит, полиция его защитит. Думаю, самое время показать, на чьей стороне полиция. Давай покажем, на чьей стороне полиция, твою мать. Кража. Казино Рубинович.
Поступил вызов от рассерженного клиента казино. Он утверждает, что одна из девиц, которая дернулась у его стола, стащила у него портмоне с парой тысяч наличных и полным набором банковских карточек. Охрана вытолкала его на улицу, заявив, что он пьян, но мужчина не сдается. Проверим. Это наша работа. Может быть, если я вотрусь к мафии, как-то будет проще ее уничтожить. Или ее вообще уничтожить нельзя, если там прям целый клан. Как бороться с целым кланом? Так, захват заложников, отчет. Мама не отпускала 10-летнего Джозефа Ловери на улицу, пока тот не съест. Брокколи, господи. Твою мать, что за бред? Так, нападение с применением, что-то там, с применением огнестрельного оружия, центр города. На выезде с паркинга охранник остановил подозрительный фургон, чтобы проверить членскую карту. Женщина-водитель вместо карты достала из бардачка револьвер и выстрелила. Что, совсем что ли? Перди. Выезжаем. Ребята, возможно, у нас труп вот. Возможно, криминал. По коням. Твою мать. Кража. Ну-ка, что там? Отлично. Не врал, значит, мужик. Дивизию изловили. Что, будет еще вызов? О, смотри, уже 22 часа. Так, нападение с применением огнестрельного оружия. Полиция догоняет фургон преступника. Точнее сказать, преступницы. Попробовать прижать фургон к обочине и приказать остановиться через громкоговоритель и стрелять по колесам. Ну-ка давай, через громкоговоритель предупреждаем. Фургон преступницы его делает резкий вираж и выезжает в витрину секс-шопа. Женщина вылезает из машины, хватает продавца и вставляет к его голове револьвер. Отпусти продавца сейчас же. Швырнуть преступницу резиновой секс-куклой. Выстрелить преступнице в голову. Мы можем промахнуться. Зависит от профессионализма. Кто будет стрелять? Непонятно, да? Ну, давай, отпусти продавца. Прокатило. Интересно, что было бы, если в куклы в них швырять? Преступник пойман. Офицеры невредимы, гражданские невредимы. На понт, короче, взяли. Отлично. Шоу растешь в профессиональном плане. Круто, че. Все. Вызовов больше не будет. Ни хрена себе, время первый час уже. Ну, до скольки у меня рабочий день? На сколько я на работу ухожу? 2 часа ночи уже, ребята. Понятно. Завершить день. До 2 до работы засиживаться, нихера себе. Так. Ладно. На этом я предлагаю закончить. В следующей серии будем двигаться дальше по сюжету, работать на мафию придется, по всей видимости, и брать китаёзу грабителя. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Ну, в общем, все как обычно. Всем пока.